Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Мы уже шили самыми разными способами. Делали и разрезалки, и вариации из квадратов и прямоугольных треугольников, и ставили эксперименты с полосками. В основном использовали прямые углы и разрезы по диагонали. А если подключить шаблоны равностороннего треугольника и шестиугольника, то количество вариантов многократно возрастает. Кстати, вот вам лайфхак. Если золотую рыбку положить на сковородку, то количество желаний возрастает до бесконечности. Смотрите, вроде бы самые простые шаблоны, но можно сделать детали самых разных размеров, и побольше, и поменьше. Все углы в треугольнике 60 градусов. Еще прекрасно, что в этих линеечках есть отверстия и учтены припуски на швы. Шаблоны сделаны из прозрачного пластика, хорошо видно рисунок ткани. Так проще представить вид готового изделия. Ссылку, где их можно приобрести, оставлю в описании под видео. Конечно же, для этой работы можно сшить полотно из нескольких длинных полосок, поиграть цветами и оттенками. Но у меня есть готовая ткань в полоску. Посмотрим, какие варианты мы сможем сшить из нее. Знаю, что у многих очень слабо развито пространственное воображение. У меня тоже. Мне надо взять в руки детали, покрутить, поперекладывать. Обрисуем на ткани детали равносторонние треугольники. Все они должны быть одинаковые. Следите за расположением полосок. Нарежем необходимое количество треугольников. Небольшая подсказка. Деталей я нарезала много, а в итоге мне понадобилось по 4 одинаковых треугольника 6 разных вариантов. Смотрите, из одной длинной полосы у меня получилось 2 вида треугольников. По 6 деталей с широким голубым основанием и 6 с розовым. Изначально ткань у меня была с разной шириной полосок, поэтому получились такие интересные варианты. Если мы их соберем вместе, то получаются шестиугольники с очень интересным рисунком. Но это не все варианты раскладки. Немного изменим положение треугольников, повернем их по-другому. Смотрите, как в калейдоскопе. Может получиться колесо со спицами или снежинка. По такому же принципу нарежем еще детали. Видите, уже появляются другие цвета. А сейчас будем ставить эксперименты с раскладкой ткани. Я немного поперекладываю элементы, а вы смотрите и берите на заметку. Наверняка вы увидите еще кучу вариантов раскладки, которые я не заметила. Чем хорошо лоскутное шитье? Это творчество в чистом виде. Нет определенных требований и ГОСТов. Есть, конечно же, рекомендации и советы, следуя которым ваше изделие будет выглядеть красиво и аккуратно. Но мы ведь не на фабрике, где полностью выстроен и выверен весь производственный процесс. Вот я сейчас раскладываю, а вы выбирайте. А сейчас попробуем выполнить очень интересный вариант. Как будто шестиугольные салфетки лежат вместе веером. Когда мы полностью довольны раскладкой, приступим к сборке. Самое главное – не запутаться. Разделим нашу заготовку на вертикальные ряды. И сначала соединим все треугольники в одном ряду.
Потом то же самое сделаем в других рядах. При работе за швейной машинкой строчку делаем мелкой, крепкой. Закрепки обязательны. Швы начинаем и заканчиваем в 1 сантиметре от угла. Это позволит нам хорошо, правильно и аккуратно все соединить. Сделали 1 шов, перешли на кусочек ткани переходника. Детали развернули, швы расправили ногтем. Приставляем следующую деталь треугольник и шьем дальше. Естественно, следим за тем, чтобы все наши полоски совпадали. Когда прошили ряды, тщательно расправляем швы, и все надо проутюжить. Здесь главное ничего не перетянуть, потому что идет соединение прямых и косых срезов. А уже после утюжки складываем детали вместе лицом к лицу и прошиваем 1 швом. Готовую деталь опять тщательно проутюживаем. А теперь будем готовить сэндвич для стежки. Ткань для обратной стороны, кусок холста прошивного полотна, красивая лоскутная заготовка. Все скалываем английскими булавочками для квилтинга. Они изогнутой формы. И сразу же можно продумать рисунок стежки. Моя салфетка задумывалась, как будто 6 шестиугольников лежат один на другом, веером. А нашими декоративными швами мы как раз и подчеркнем эту иллюзию. Чтобы ничего не перекосило, обязательно воспользуемся приставным столиком. Надо, чтобы все ткани лежали ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Стежку начинаем от центра. Прошивать будем в шов. Там, где идет стык салфеток, просто прямая строчка. Обратите внимание, все строчки стежки будем вести от центра. Здесь недопустимо такое, что дошили до края, развернули и пошли шить в другом направлении. Только от центра к краям. По моей задумке, на самих шестиугольных салфетках будет узор из декоративных строчек.
Вы можете выбрать любую из тех, что есть в ваших швейных машинках, а можете просто прошить прямой строчкой. Смотрите сами. Это ваше творчество. Делайте так, как вам нравится. Когда заготовка простегана, надо ее проутюжить, потом подровнять и подрезать края, убрать лишнюю ткань и утеплитель. Край будущей салфетки обработаем бейкой. Приготовим прямую полоску ткани с шириной 5 см. В обработке края бейкой нет ничего сложного. Я уже несколько раз это показывала на своем канале. Сначала пришиваем ее к лицевой стороне, потом отгибаем на изнаночную сторону. Все тщательно расправляем и поправляем. Угол 120 градусов обрабатывается точно так же, как и угол 90. Подогнутую бейку пришиваем на швейной машинке. Шьем по лицевой стороне. Шов прокладываем в шов. Он потом закроется наплывающей тканью, и его не будет видно. Этот способ описан в советских учебниках по швейному делу. Вот такая нежная, воздушная, весенняя красота у нас получилась. Конечно, можно подобрать ткани другой расцветки, и у вас получится свой неповторимый вариант. Мне это все напоминает нежный, трепетный весенний рассвет. Еще холодно, весна только вступает в свои права, но уже дует свежий весенний ветер, птицы поют по-особому звонко, тьма отступает перед первыми лучами солнца, горизонт светлеет, нежно-голубой с розовыми бликами, белые сияющие лучи. И где-то на земле проблески первой зелени. Да, вот пошел Штирлиц в лес за грибами. Долго искал, ничего не нашел. Наверное, не сезон, подумал Штирлиц и закинул корзинку в сугроб. А у нас с такой салфеткой всегда, круглый год, будет весеннее настроение. Всем желаю приятного творчества. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!